Без йода невозможен синтез двух основных гормонов щитовидной железы – тироксина и триодтиронина. Оба вещества необходимы для правильного функционирования всех органов и систем организма. Дефицит йода в организме может привести к тяжелейшим последствиям. Чтобы оставаться здоровыми, йод мы должны получать извне, причем каждый день. Сколько вам нужно йода ежедневно? Усредненная дневная норма составляет для детей от 7 до 12 лет 120 микрограмм, для взрослых 150 микрограмм, для женщин в период беременности и грудного вскармливания 200-300 микрограмм, для людей, работающих с соединениями, угнетающими щитовидную железу 200-300 микрограмм. Точная суточная дозировка йода вычисляется исходя из расчета 2-4 микрограмма вещества на килограмм массы тела. Из каких продуктов лучше всего получать йод? Теоретически суточную норму йода можно получить, употребляя всего лишь 4 грамма йодированной соды в день. Однако йодированная соль содержит иодид калия, либо иодат калия. Это неорганическое соединение солей щелочного металла калия и иодноватой кислоты. Для нас, сторонников здорового образа жизни, это не вариант. Из каких продуктов можно получить качественный органический йод? Сегодня искать йод в овощах, фруктах и орехах бессмысленно, его там ничтожно мало. Единственный доступный источник этого микроэлемента – морепродукты. Мы составили для вас рейтинг из 5 морепродуктов. Цель, которую мы ставили при подборе – это соотношение цены, качества, биодоступности и веса продукта. Говоря о весе, мы имеем в виду вот что. Например, чтобы получить суточную норму йода из сельди, нужно съедать ее ежедневно около 300 грамм. Понятно, что это не вариант. Сейчас вы увидите на экране 5 морепродуктов, которых можно употреблять в небольших количествах и получить при этом суточную норму йода. На 5-м месте в нашем рейтинге мясо креветки дальневосточной. Содержит 110 микрограмм йода на 100 грамм продукта. Это 73% суточной нормы. Мясо креветок нужно съедать в день 120 грамм. На 4-м месте в нашем рейтинге рыба треска. Содержит 135 микрограмм йода на 100 грамм продукта. Это 90% суточной нормы. Трески нужно съедать в день 115 грамм. На 3-м месте рыба минтай. Содержит 150 микрограмм йода на 100 грамм продукта. Это 100% суточной нормы. Минтая нужно съедать в день 100 грамм. На 2-м месте хек серебристый, рыба. Содержит 160 микрограмм йода на 100 грамм продукта. Это 107% суточной нормы. Хека нужно съедать в день 95 грамм. На 1-м месте нашего рейтинга морская капуста в любом виде. Содержит до 300 микрограмм йода на 100 грамм продукта. Это 200% суточной нормы. Морской капусты достаточно съедать в день всего 50 грамм. Разумеется, от качества морепродуктов зависит, сколько там йода. Но в любом случае, эти 5 морепродуктов – лидеры по содержанию органического йода. Притом йод в этих продуктах имеет стойкую форму, то есть не улетучивается и почти не разрушается при термической обработке продукта.